Эта игра выводит миллионы людей на улицу. И игра только начинается. А знаете ли вы, как поймать всех покемонов? Чем больше символики покемонов, тем больше шансов, что вы их словите. И в этом видео я предлагаю вам связать крючком шапку в виде покемона Пикачу. И если это видео наберет более 1000 классов, я покажу вам, как связать настоящий покемонобол. Обязательно ставьте класс к этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а в комментариях пишите, сколько и каких покемонов вы в этой шапке поймаете. Итак, для вязания крючком шапки покемона Пикачу нам потребуется пряжа соответствующих цветов. Я взяла следующую, это у меня детский каприз, полушерсть, в 50 грамм 225 метров. Вязание основной части я выполняю пряжей в 2 сложения. Это остатки у меня 2 мотков. Далее, черная пряжа, у меня были остатки, Alize Lana Gold, это тоже полушерсть, в 100 грамм 240 метров. Далее, пряжа красная и белая. Я брала пряжу джинсы, это полухлопок, тонкая. Вязание я выполняю крючком номер 2,5. В процессе вязания нам пригодятся маркеры, иголка, возможно несколько иголок, ножницы обязательно. Процесс вязания достаточно простой. Выполняется простая шапка от макушки. Выполняется круг необходимого диаметра. Смотрите данные по таблице. Затем выполняется вязание основной части. Весь процесс вязания выполняется столбиками без накида. Выполняются здесь ушки. После чего выполняем вязание этих деталей и деталей лица. Процесс вязания простой и приступаем. Берем пряжу, делаем скользящую петлю. Разворачиваем и приступаем. Для вязания первого ряда протягиваем рабочую нить через петлю и фиксируем ее. Затем в центр петли выполняем 6 столбиков без накида. Вытягиваем через 2 петли 1 столбик без накида, столбик без накида 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем ряд, за короткий хвостик нити тянем, и ряд соединяется. Вязание второго ряда. В каждый столбик без накида предыдущего ряда выполняем по 2 столбика без накида. При этом сразу, вот первый столбик, крючок вводим, выполняем вязание столбик без накида 1, столбик без накида 2. И берем маркер, отмечаем первый, это начало этого ряда. 1 пара, повторяем столбик без накида 1, в это же основание столбик без накида 2. 2 пара, 3 пара, 4 пара, 5 пара, 6 пара. Вязание третьего ряда. Где маркер? Маркер убираем. Это первый столбик второго ряда. В него выполняем вязание 2 столбика без накида. 1. В это же основание 2. Отмечаем также первый, начало третьего ряда. 2. Затем выполняем в следующий столбик 1 столбик без накида. И повторяем по кругу. 2 столбика без накида с одним основанием,
раз, в это же основание 2, затем 1 и повторяем раз, здесь же второй, следующий 1. Повторяем по кругу. Вязание третьего ряда выполнили, маркер убираем и вязание четвертого ряда. Четвертый ряд выполняется следующим образом. В первый выполняем 2, раз, 2 столбик без накида, при этом также отмечаем начало ряда, обязательно ставим маркер в первый, далее в следующий 1 столбик без накида, в следующий 2 столбик без накида и повторяем это по кругу. Столбик без накида 1, в это же основание столбик без накида 2, затем 1 столбик без накида, в следующий 1 столбик без накида и повторяем. Вязание пятого ряда. Маркер убираем. Где был маркер, выполняем вязание 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. В это же основание 2. Возвращаем маркер, это начало ряда. Затем выполняем 3 столбика без накида. Раз. 2. 3. И повторяем это по кругу. 2 столбика без накида с одним основанием и 3 столбика без накида. Вязание шестого ряда. Также маркер убираю. 2 столбика без накида с одним основанием. Маркер возвращаю в первый, это начало ряда. Далее 4 столбика без накида. Раз, 2, 3, 4. И повторяем этот раппорт узора по кругу. 2 столбика без накида с одним основанием. Раз, 2. Далее 4 столбика без накида. Раз, 2, 3, 4. Повторяем вязание этого ряда по кругу. Вязание седьмого ряда. Также маркер убираю и выполняю 2 столбика без накида с одним основанием. Раз. В это же основание 2. Маркер возвращаю на первый и выполняю вязание 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. И повторяем по кругу. 2 столбика без накида с одним основанием, 5 столбиков без накида. Вязание восьмого ряда. Также маркер убираю. Выполняю 2 столбика без накида с одним основанием. Раз, 2. Маркер ставлю. Затем 6 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. И вязание повторяем по кругу. Дальнейшее вязание выполняем по этому принципу. В первый столбик без накида мы выполняем вязание 2 столбика без накида, затем столбики без накида. И с каждым рядом у нас количество здесь столбиков без накида будет увеличиваться. При этом, смотрите, сектор у нас состоит из 6.
Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть в каждом ряду раппорт узора у нас повторяется 6 раз. И выполняем вязание этого круга необходимым диаметром. Выполняя вязание, я периодически проверяю диаметр дна этой шапочки. То есть прикладываю сантиметровую ленту и смотрю. В данном случае у меня уже около 17 сантиметров. Так, тоже через центр. Вот они, 17 сантиметров. Еще раз таблица, по которой вы смотрите диаметр дна шапочки на необходимый объем головы. Вязка у меня свободно тянется. И после чего выполняем уже основную часть шапки. При этом мы уже не делаем 2 столбика без накида с одним основанием. Выполняем за каждое вязание. И вот у меня где маркер. Я маркер убираю и продолжаем вязать. Здесь начало ряда можно уже не отмечать, но на всякий случай я вот маркер оставляю здесь. И выполняем вязание. Это начало ряда. Здесь мы выполняли 2 вместе, а сейчас выполняем за каждый. Основной части обязательно шапочку примеряйте и вяжите до нужной высоты. И у меня здесь получилась высота примерно 19 сантиметров. Этот маркер обозначение начала рядов. И затем смотрите, что я сделала. Шапочку примеряем. Этот маркер у меня обозначает лицо. И здесь я отметила маркерами примерно, где будут вязаться ушки. Затем я складываю и отсчитываю одинаковое количество столбиков с одной стороны и с другой. И после чего маркеры перемещаю таким образом, чтобы было одинаковое количество столбиков. От маркера до маркера у меня здесь получилось 17 столбиков без накида. Теперь воздушная петля, вязание разворачиваю и в каждом втором ряду будем выполнять убавление петель с двух сторон, в начале и в конце ряда. Как это делается? 2 столбика без накида выполняем вместе. За следующий вытягиваем, за следующий вытягиваем и провязываем вместе. 2 столбика без накида вместе. Далее считаю столбики без накида до конца, при этом последние 3 не считаю. И вот это расстояние выполняем вязание столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Выполняем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. В завершении ряда здесь также выполняем 2 вместе, вытягиваем нить, 2 столбика без накида вместе. За последний, за 17 выполняем столбик без накида, воздушная петля, вязание разворачиваем, выполняем столбики без накида за каждый столбик предыдущего ряда и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 13 и обязательно за воздушную петлю подъема 14. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Так же, как и в предыдущем изнаночном ряду, выполняем в начале ряда 2 столбика без накида вместе. Затем считаем и также не трогаем последние 3. Считаем эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 столбиков без накида, выполняем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В завершении этого ряда также 2 столбика без накида вместе. За воздушную петлю 1 столбик без накида. Воздушная петля, вязание разворачиваем и выполняем вязание такими рядами далее. Вязание здесь я уже выполнила и также протягиваю рабочую нить через петлю, затем здесь отрезаю, узелок фиксирую, можете покороче его здесь спрятать и отрезать. И смотрите, переходим на второй. Здесь у меня 17 также столбиков без накида, как и на этой стороне. Вязание я начинаю сразу с изнаночного ряда. Вот где маркер у меня стоит. Здесь пряжу фиксирую, делаю воздушную петлю и сразу начинаю вязание этого ряда с убавления. 2 столбика без накида вместе и выполняю вязание точно так же, как выполнила здесь. Далее вязание глаз и щек. Выполняются они кругами. Белым цветом выполняется 2 ряда, черным цветом 3 ряда и красным цветом выполняется вязание 4 рядов. Выполняется вязание точно так же, как и начинали мы вязать шапку. И на примере щек мы сейчас с вами свяжем такие круги. Берем пряжу, делаем скользящую петлю, разворачиваем. В центр петли выполняем вязание первого ряда. Нить вытягиваем и фиксируем, затем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем первый ряд в круг, подхватываем и тянем нашу петлю. Вязание второго ряда. В первый столбик первого ряда выполняем 2 столбика без накида. 1, в это же основание 2. И затем в каждый столбик первого ряда также выполняем. То есть всего получается 6 пар по 2 столбика без накида. Это вторая пара. Третья пара. Четвертая. Пятая. Шестая. Вязание третьего ряда выполняем 2 столбика без накида с одним основанием и 1 столбик без накида. И повторяем это еще 5 раз. Вязание четвертого ряда. 2 столбика без накида с одним основанием. Затем 2 столбика без накида за каждый столбик предыдущего ряда. И также повторяем еще 5 раз. В завершении четвертого ряда выполняю соединительную петлю за первый столбик
без накида предыдущего ряда. Соединительную петлю выполнила, и через эту петлю еще рабочую нить протягиваю, достаточно длинную для того, чтобы в дальнейшем выполнить пришивание. Отрезаю и здесь делаю узелок. Эту нить подтягиваю, и вот так у нас получается. Беру пряжу, делаю скользящую петлю, разворачиваю. В центр петли выполняем вязание первого ряда. Захватываю нить, фиксирую, затем 6 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вязание соединяю в круг. Вязание второго ряда. В каждый столбик первого ряда выполняем вязание столбик без накида. И при этом можно отметить первый. Вытягиваю. Столбик без накида раз. Здесь можно поставить маркер. Продолжаем. Раз, два, три, 4, 5, 6. Вязание третьего ряда. В первый столбик выполняем 2 столбика без накида. Раз, два. Первый также отмечаем маркером. Затем вяжем 2 столбика без накида. Раз, за следующий, 2. И повторяем 2 столбика без накида в одно основание, затем 2. Раз, 2. Вязание четвертого ряда. За каждый столбик предыдущего ряда выполняем вязание столбик без накида. Маркер убираю и считаем. Раз, маркер возвращаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вязание пятого ряда. В первый столбик без накида выполняем 2. Раз, 2. Маркер ставим. Затем выполняем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. Повторяем 2 столбика без накида с одним основанием. Раз, 2. Затем 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. Вязание шестого ряда. В каждый столбик без накида предыдущего ряда выполняем по одному и считаем. Столбик без накида раз, 2. В первый можно маркер поставить. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вязание седьмого ряда. Маркер первый
убираю. Выполняю вязание 2 столбика без накида с одним основанием. Раз, два. В первый маркер возвращаем. И выполняем вязание 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Повторяем. 2 столбика без накида. Раз, в это же основание. 2. Затем 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. И вязание 8 ряда, маркер убираю, получается у нас 12 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Этой высоты уже вполне достаточно, и далее мы будем выполнять вязание желтым цветом. Черную пряжу мы отрезаем. Берем пряжу и начинаем вязать. В первый столбик мы выполняем 2 столбика без накида желтым цветом. Затем выполняем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. И повторяем 2 столбика без накида с одним основанием. Раз, в это же основание 2. Затем 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5. И далее выполняем, уже можно не считать, столбики без накида за каждый столбик без накида предыдущего ряда. То есть всего их здесь у меня получается в каждом ряду по 14. И выполняю вязание желтым цветом на необходимую высоту. Выполняя вязание рядов желтым цветом, обязательно примеряйте к шапочке. И у меня здесь получилось 18 рядов, этой высоты мне достаточно. Я выполняю соединительную петлю, нить еще через эту петлю протягиваю, также вытягиваю ее достаточно длинную, чтобы этой нитью в дальнейшем выполнять пришивание. После того, как все детали готовы, конечно, переходим к сборке. Можете одеть шапку и на голове выполнить разметку, в каких местах должны эти детали располагаться. Обязательно выберите середину и выполняйте пришивание симметрично. Далее можно выполнять пришивание, вдев нить в иголку, а можно выполнять соединительными столбиками, также при помощи крючка. То есть способ пришивания вы выбираете, как вам удобно. Также на что хочется обратить ваше внимание, посмотрите, если у вас плотность здесь хорошая, плотная, тогда можете сразу пришивать. Если плотность вязки мягкая, тогда выполните заполнение этих деталей. Я выполняю, это у меня синтепон, можно выполнять набивку любыми мягкими и легкими наполнителями.
Обязательно ставьте класс к этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, а в комментариях пишите, сколько и каких покемонов вы в этой шапке поймаете.